Друзья, всем привет! В этом видео речь пойдет о вершках и корешках. Это когда мы с вами орхидеи разделяем, омолаживаем, одну часть макушки отсоединяем от другой части низушки, и потом это все дело пересаживаем, и у нас из одной орхидеи получаются две. Особенно это интересно, когда орхидеи редкие, не только в продаже, но и для нас самих, когда мы хотим ее размножить. И вот в этом видео я отвечу на два вопроса. Первый вопрос, касающийся вот тех орхидей, которые у меня стоят сейчас здесь на столе. Люди, зрители нашего канала смотрели, когда мы их омолаживали, разделяли, разрезали пополам в разное время, и задают вопросы: покажи, как они себя чувствуют и что с ними сейчас происходит. С верхушками, с макушками, да, и с низушками, с корешками. Вершки и корешки орхидейные. И второй вопрос, это значит такой: чем и как лучше обработать срезы при разделении орхидей? И этот, друзья, вопрос, он очень-очень интересный, потому что я поделюсь многолетним наблюдением о том средстве, которое я применяю и которое по каким-то определенным причинам очень эффективно влияет на орхидеи и, самое главное, друзья, результативно, то есть максимально положительный дает эффект при омоложении и разделении орхидей. Ну что, готовы? Погнали! Так, друзья, ну что, на моем столе вы видите 4 орхидеи, а совсем недавно этих орхидей было всего 2. Каждую из этих орхидей мы вместе с вами на канале разделили пополам. Значит, первая орхидея. Ну, на самом деле, я в своем орхидейном увлечении десятки орхидей таким образом делил. Есть у нас множество видео в плейлистах, которые называются «Как разделить орхидею» и «Размножение орхидей». Вот 2 плейлиста, в которых у нас есть видео, где я разными способами разделяю и ухаживаю за орхидеями, и мы в итоге получаем из одной, 2, а то и больше орхидей. Но вот на примере вот этих вот орхидей я хочу еще и рассказать об одном средстве, которое положительно влияет при омоложении и разделении орхидей на получение необходимого результата. А необходимый результат — это то, что нам нужно получить с пенька, который мы оставляем, детку, продолжение отрезанной орхидеи. Итак, друзья, вот на ваших глазах, значит, Тинкшинг Baby Smile орхидея, вот она, которую мы с вами 20 апреля 2021 года, получается 1,5 года назад, чуть больше 1,5 лет назад, разделяли. У нас есть хорошее видео, как правильно омолодить орхидею, как раз таки вот про эту орхидею. Это видео набирает популярность, хорошие просмотры, людям интересно, смотрят. Вот вы видите принтскрин как раз таки того видео, где мы эту орхидеечку разделяем пополам, отсоединяем макушку с несколькими воздушными корнями и пересаживаем вот в эту вот емкость, в стимулирующую посадку для наращивания корневой системы. Ну и результат вы сами видите. Корней здесь достаточно много, и эту орхидею давно уже пора пересадить. Тем более, что она у нас была такая временная стимулирующая посадка, а прошло на самом деле, сколько уже получается, более 1,5 лет. Но руки не доходят. Тем не менее, результат у нас имеется. Она цветет каждый год. И вот в этот сезон тоже выпустила цветонос и порадует нас своим обалденным цветением. Тем более, что это, друзья, бабочка такая ало-свекольно-красная такая бабочка обалденная с кирпичными какими-то тонами. А это вот тот самый пенек, который у нас остался. Он в видео, мы его пересаживаем. Все подробно я показываю, рассказываю. И, друзья, буквально через несколько недель на этом пеньке у нас появилась детка, которая, вы как видите, у нас цветет.
Почему я акцентирую внимание и о каком таком загадочном средстве я рассказываю, и это, друзья, я сейчас поясню, и вы все поймете после того, как я покажу вторую орхидею. Это, друзья, биглип, который мы с вами буквально 8 месяцев назад на нашем канале разделяли. Вот, посмотрите, принтскрин с того видео, как мы разделяем эту орхидеечку пополам, отсоединяем макушку с орхидеи, а пенек, который когда-то у нас был низом орхидеи, гнил с этой орхидеи, мы ее обрабатывали Максимом, мы пересадили отдельно вот в этот горшочек. И тоже буквально через короткий промежуток времени, прям буквально через несколько дней после того, как мы отделили эту орхидею, у нас отделение было такое, знаете, нелегкое, когда при разделении никак мы не могли подлезть, и получилось почти так отрезать, что у нас еще макушку так отрезать, что у нас как бы почти совсем мы чуть не срезали вот этот вот лист. Но он чудом у нас прям там на чуть-чуть на тканях остался висеть. Тем не менее, вот он живой, еще не отсох. И один вот целый лист. И вот на этом пенечке у нас образовалась вот эта вот детка, посмотрите, которая уже выпустила свои корни. И в принципе ее можно уже отсоединить, но это будет отдельная история отсоединения детки вот с пенька от основания, которую я сниму обязательно и вам покажу. Но речь сегодня не об этом, а о том, что вот этот пенек родил очень быстро вот эту вот деточку. Что объединяет этих две орхидеи, друзья? А то, что в обоих случаях, и в первом случае вот с этой вот орхидеей, вот она, с этой орхидеей, вот он пенек, и во втором случае с этим биглипом, у нас в обоих случаях, посмотрите на места пеньков, места срезов. Вот одно место среза, вот оно, видите, оно такое ржавое, да? И второе место среза тоже такое ржавое. В обоих, друзья, случаях эти места срезов мы обрабатывали вот этим средством цейлонской настоящей корицей. Именно эту корицу я покупаю в интернете, вот такую вот. На самом деле, друзья, тут не важен производитель, не важна фирма, а важен момент, чтобы это была настоящая цейлонская корица. Не кассия, а именно цейлонская корица. Именно, да, друзья, речь идет именно о ней. Значит, первый раз я корицу применил, когда посмотрел видео на ютубе. Это, наверное, было, не знаю, лет, наверное, 10 назад, когда YouTube в России только-только у нас появился. И это было видео на иностранном языке, где один из азиатских, точнее не азиатских, а европейских архаманов рассказывал о том, как он получил опыт применения корицы у азиатов, когда, будучи в азиатских оранжереях, и наблюдал следующую картину, когда азиатские архаманы, выращивающие на продажу орхидеи в своих оранжереях, не имея возможности использовать те или иные химикаты в борьбе с гниением, в борьбе с профилактическими какими-то обработками, активно применяли, я уже не раз рассказывал про эту историю, цейлонскую корицу, когда срезали с орхидей гниющие ткани, с оснований, с бульб. Он рассказывал именно про бульбовые орхидеи. С бульб срезали и обрабатывали места срезов, да и вообще все места срезов обрабатывали корицей. Собственно, я и после просмотра этого видео взял это средство на вооружение. И при разделениях, при отделениях, при срезании испорченных тканей
на своих орхидеях, применяя вот эту корицу, я заметил следующее, то что после применения корицы, вот как вот здесь вот на пеньках, вот видите, в одном случае, во втором я заметил, что положительный результат именно в продолжении активности и жизни самой орхидеи, он намного лучше, чем если бы мы, например, применяли какую-то химию. Это вот примерно, помните, тех, кто постоянно смотрит наш канал, помнят историю, когда мы на орхидеях-реанимашках применяли вот эти вот средства Максим и средства Привикур Energy. Когда орхидеи без корней мы обрабатывали вот этими двумя средствами, когда зрители, подписчики нашего канала поделились в комментариях своим опытом, в видео, где мы наращиваем корни, рассказали свои истории о том, что вот мы заметили, когда мы на реанимашках, на орхидеях без корней применяем, обрабатываем Максимом, другие рассказали, что точно так же обрабатываем Привикуром, то по тем или иным причинам, непонятно имеющимся каким-то добавкам в эти препараты, мы получаем результат активное начало роста корней у орхидей. То есть, орхидеи не гниют, то есть они вот без корней потеряли, обработали мы орхидеи, потом просто для профилактики вот Максимом или Привикуром обработали, и потом по тем или иным причинам очень эффективно и быстро появляются корни. Мы применили, использовали, да, действительно подтвердили это утверждение, что после вот этих средств корешки начинают очень активно появляться. Вот, что, собственно, мы и вот на этой орхидее, на биглипчике видели, когда она у нас загнила, мы обработали, и корни полезли со всех сторон. И у самой макушки потом пришлось макушку отрезать, пересаживать. Вот она у нас посажена, пересажена, все. Корни у нас там наращиваются уже не воздушные, а ее родные. Вот, но не менее эффективный результат дает и вот такая вот, друзья, цейлонская корица. Даже обрабатывая орхидею просто места срезов, где у нас и нету гнили, а просто вот в качестве, чтобы она как бы подсушила и продезинфицировала, да, место среза, вот какие-то вещества, находящиеся в этой корице, влияют на какие-то процессы внутри вот этих вот пеньков, внутри вот этих орхидей, которые запускают более такую какую-то, я не знаю, движение энергии в этих орхидеях, и они очень эффективно выпускают не только корешки, эти пеньки, да, но и вот таких вот деток. Это, друзья, знаете, когда это было один раз, это, можно было сказать, это, знаете, как, какое-то там исключение. 2 раза это какая-то там уже тенденция. А когда это 3 и 4 и более раз, это уже закономерность. И вот за несколько лет применения именно вот корицы на срезанных пеньках, омоложенных орхидеях, вот там, где применяю именно цейлонскую корицу, на местах срезах, там быстрее и более как-то бодрее появляются детки. Это, друзья, вот прям мое наблюдение. Я думаю, те люди, архаманы, тоже среди зрителей нашего канала найдутся, кто не раз уже применял корицу на своих орхидеях и, возможно, могут подтвердить в комментариях мое наблюдение, что именно такой эффект цейлонская корица и выдает. В общем, друзья, никаких побочных эффектов применения корицы я не наблюдал, только положительный, поэтому смело могу ее рекомендовать в применениях, скажем так, не хуже, чем Максим или Привикур в части активного появления деток или корней вот на корешках орхидей, которые остаются после омоложения наших с вами любимец. Вот такое вот сегодня у меня видео и, соответственно, обзор, как чувствует себя наш биглип, омоложенный 8 месяцев назад, и бабочка
Think Shink Baby Smile, омоложенная чуть больше 1,5 лет на нашем канале. Вот, и, значит, бабочка у нас и детка наконец-то у нас зацвела, вы видите. Кстати, можно здесь лишние вот эти вот корешки, вот этот надломанный корешок отрезать. Я его хотел именно это сделать. Он не нужен нам. Вот такой вот корешок. Здесь у мамаши я ничего отрезать не буду. Когда она у нас зацветет, она, видите, тянет хороший такой цветонос, мы еще дадим ей поцвести в этой посадке. И после того, как она отцветет, мы ее, собственно, пересадим. А вот с деткой на пеньке растущей, в принципе, не знаю, ее давно уже можно было отделить. Детка уже активно выпустила корни в этот горшок. И, знаете, если ее отделить, то вряд ли, наверное, пенек выдаст еще одну детку, потому что пенек у нас здесь, ну, без листьев, то есть, в общем, процент появления новых деток, он минимален. Но у нас зато есть вот эта детка на биглипе. И вот биглип с этими 2 листьями вполне себе еще может выдать, ну, детку, это прям, вот, знаете, 99%, если отделить вот эту вот. Ну, я так думаю, что в ближайшем видео мы с вами это сделаем. И заодно посмотрим, даст ли нам пенек с 2 листьями еще одну дополнительную детку. Это как раз тема для плейлиста «Как разделить орхидею», точнее не как, а размножение орхидеи. Это, я думаю, будет интересна тема для тех, кто интересуется именно размножением орхидей, эффективным размножением в домашних условиях. Вот. Милых и дорогих каких-то там экземпляров. В общем, друзья, вот такой вот сегодня тема. Такая вот сегодня тема. Всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока.